И самое интересное, что же в домике у хомяка? А! Же укусила! И кровь пошла, кстати. Всем привет! Вы на канале Алиса Изи. Меня зовут Изи Роза. И сегодня будет уборка у нашего любимого хомячка. Это хомячок Кэмпбелла. Убираем мы у нее первый раз, потому что она живет у нас всего месяц. Но сначала я хочу напомнить, что мы разыгрываем вот такого классного хомячка. И чтобы его выиграть, вам нужно быть подписанным на канал, нажать на колокольчик, ведь в каждом видео вы должны найти одну букву, типа пасхалки, и записать ее. Потом собрать из этих букв фразу и выиграть себе вот такой классный новогодний подарок. В этом видео вы увидите еще одну букву, поэтому смотрите его внимательно. В прошлых видео уже были первые несколько букв. Кто не видел, обязательно пересмотрите те видео и запишите нужные буквы. Просматривайте внимательно. Желаю удачи. А теперь попробуем ее позвать. У нее здесь ой-ой-ой, что творится. Я ее боюсь чуть-чуть, потому что она плохо приручается. Иди сюда, выходи, выходи, нам ее нужно пересадить в аквариум. Вот она обычно хватает. Сейчас попробую взять. Видимо, не сильно получится. Поэтому для этих целей я приготовила стакан. Это лайфхак. Ставим стакан, хомяк из любопытства в него может залезть. И тогда мы его пересадим. Я уже это рассказывала в других видео. Но она сейчас занята поеданием горошка. Можно в стакан положить еще горошинку, а может она просто сама залезть. Сейчас посмотрим. Ей интересно. Стакан-то у нее не был раньше в контейнере. Она его побьет, покусает. Подпишись, даже если у тебя лапки. Но все равно из любопытства залезла. О чем я и говорю. Прикрываем стакан. Если у вас хомячок кусючий или неприрученный, его таким образом можно пересадить в то место, куда вам нужно. А нам нужно вот сюда. Выходи, я тебе еще дам. Иди горошек, смотри. Вот. Чтобы хомяку не было скучно, пока я буду у нее убирать, я ей приготовила еду, и она должна, по идее, заняться тем, что будет выбирать все самое вкусное и есть его. Вот она уже залезла в миску. Я так думаю, первым делом она тут гоморос повыбирает. И семечки, те, которые черные. Но их там всего две, потому что хомячкам Кэмпбелла, а это хомячок Кэмпбелла, нельзя много жирных семечек, иначе у них будет диабет. Пока она ест, я вам немножко расскажу. Значит, мы в прошлых видео собирались, думали вместе с вами, как же ее назвать. Были много-много разных вариантов. Алисе нравится вариант Стеша. Я подумала, что это имя Стефания. Ее можно назвать Стеша, как говорит Алиса. Можно Псеша, как я ее называю, потому что взять ее сложно. А можно ее будет Стефания, то есть Фанни назвать. Я думаю, может быть, все-таки это будет Фанни. То есть Фанни младшая, такая же веселая, озорная. И также кусает меня, как и предыдущая Фанька. Как бы она не кусает, но она дерется, лапами двумя по мне бьет. Вот она, и опять она в незнакомой обстановке засуетилась. То есть даже еда ее не интересует. Ладно, пусть она там пока развлекается, а мы будем убирать. Месяц у нее не убирали, потому что заводчица нам сказала, что убирать у хомяка нужно как можно реже. Я не пойму, куда она ходит в туалет. Вообще непонятно. Обычно хомяки выбирают какой-то один угол, здесь вообще ничего не понятно. Вот за ночь она перещелкала семечки, осталась только шелуха. Все это дело я выброшу. Да. Съела все из кормушки и почему-то выпила всю воду. Я не знаю, что тут ночью было. У нас в квартире очень тепло, и свинки тоже много пьют. Может быть, нужно сделать меньше отопления. Давайте по порядку. Вынимаем мостик. Мостик с логотипом Алиса Изи, полностью деревянный, не грызет, но любит на него залазить, становиться и выпрашивать еду какую-нибудь. Дальше не нужно будет вымыть вот эти мисочки, потому что она в них... вот и вода вылилась, кстати, посвинячила. Вот, убираем саму кормушку.
Ее можно разобрать, вытрусить, потом собрать. Песок, видимо, она весь выгребла. Ну, короче, тут ночью это, наверное, шабаш был у нашей ведьмочки маленькой. Нащелкала, намусорила. Я так подозреваю, что перетрушивать даже я приготовила сеточку. Песочек перетрушивать. Ну, по-моему, перетрушивать нечего, просто придется его весь выбросить. Так, и самое интересное, что же в домике у хомяка. Убираем лесенку. Мне интересно просто, что она там творила. Потому что намусорила и здесь, и там. Поднимаем. Ага, вот она куда в туалет ходит. Она в домике прямо в туалет ходит. Какой кошмар. Придется домик вымывать, стерилизовать. И в том углу все-таки поставить туалет. Я надеюсь, что она, если я переставлю домик, не будет ходить в туалет в домике. Какая же свинюшка наша Фанька. Какой кошмар. Домик весь пропитался. Я думаю, куда она ходит? Она такая скрытная. Еще внутри у нее был второй домик. Вот они, ее запасы. Ой-ой-ой, какой запах. Из-за того, что она ходила в домик, здесь же и какала, здесь же и ела. Прям хрюшка, а не хомячок. Тут такой запах стоит. Через камеру его не слышно, и слава богу. Будто они все опилки эти. То есть она в домике устроила туалет. Кошмар. То есть все нужно будет убирать. А здесь все чисто. Так, еще же нужно поилку снять. Ее тоже помыть. И сейчас я буду, вытрушивая весь этот мусор, помою мисочку с песочницей. И буду убирать здесь, выгребать опилки. Она там пока с ума сходит. Мне интересно, каким образом песок оказался вот в этом углу под колесом. Песочница здесь, а песок здесь почему-то оказался. Почему? Как вообще это могло произойти? Вот он весь на дне контейнера. То есть она тут устраивала шабаши. Веселилась как могла. Как так может быть? Загадка природы, а не хомячок. Ладно, опилки я буду выгребать. Выгребу и буду мыть контейнер. Для выгребания опилок у меня есть вот такая лопаточка. Но все равно песок придется грести чем-то другим. И я буду постепенно их выбрасывать. Опилок нужно хомяку сыпать много, потому что хомяки Кэмпбелла животные норные. И, как сказала нам заводчица, опилок в контейнере или в клетке, ну, клетки я не знаю, где вы такое высокое дно возьмете, а в контейнере опилок должно быть 5-10 сантиметров, то есть очень много. Мы старались насыпать побольше. Вот у нее даже весь угол описанный, оно там все это дело подсохло. У меня-то хомяки все в туалеты ходят, там убирать легко. Заводчица сказала убирать крайне редко. Ну вот что получается, если редко убирать у хомячка. Я как бы у остальных хомяков в домике не тревожу, гнездо не разрушаю. С учетом характера нашей хомочки, Псеши, Стеши, Фани, у нас получается действительно к ней очень тяжело подступиться. Наверное, это первый хомяк, с которым так тяжело сладить. Пока я мыла контейнер, хомячок, который любит опилки, делает норы. Он, наверное, ищет выход. Вот ее мордочка. Симпатяшная. Короче, ей нравится рыться. Насыпем опилок побольше. Ну что, отмыла я контейнер, отмыла я всю посуду. Значит, кокос я решила выкинуть, потому что толку с него не будет. Ребят, если у вас какая-то деревянная мебель, и хомячок начал туда писать, то даже если вы сильно помоете, запах там останется. И, допустим, кокос не сильно ценная вещь, мы его решили выбросить. Ну, сделаем новый, по крайней мере. Вот. Домик попытаюсь отмыть, посмотрим, что с этим получится, а пока поставлю ей новый домик. Угол, в который она писала, вот здесь остался, даже, так скажу, не осадок. Осадок я отмыла, остались такие царапины.
царапина от того, что я терла. Так я вымыла все, но если запах хоть какой-то остался, хомяк все равно будет ходить в тот угол. То есть мы подстраиваемся под хомяка. В тот угол, куда он ходит в туалет, мы его и будем определять как туалетный. Ну а что сейчас настроим? Побольше опилок. Сами видите, хомяк любит рыться. Они любят перерывать, переворачивать все. Поэтому сыпем как можно больше. Именно поэтому контейнеры намного удобнее, чем клетки. Дюны тоже хорошая вещь, но в дюнах должна быть хорошая вентиляция. Вот такая гора получилась. Мне главное, чтобы колесо не цеплялось. То есть под колесо я немножко насыплю, но все равно хомяк все перестроит по-своему. А там, где он живет, сейчас они, я не знаю, как они, несмотря на то, что в квартире 26-27 градусов, они как-то чувствуют, когда холодает, и начинают себе гнезда вить. Ну что, начнем расстанавливать мебель. Итак, начнем с того, что мы, наверное, поставим новый домик. Этот домик вы тоже можете увидеть у нас в продаже в группе в ВК. Вот такой он тоже разборной, без клея, то есть все это соединяется на зажимах таких. Он разбирается, собирается легко, и мы его поставим в то место, где хомячка была купалка. То есть туда она ходила в туалет, все равно она будет туда ходить в туалет. Так, дальше ставим мостик. Она любит стоять вот здесь, я люблю подкармливать. Ставим кормушку на то же самое место. В отличие от Фани, она снизу не подрывает и не выталкивает миски. Бывает такое, что хомяки любят миски выталкивать из кормушки. Кстати, домики, в которых я вот слышала, в которых есть встроенные мисочки, вырезана дырочка, и мисочки ставятся на потолок. В этих домиках хомяки выталкивают миски, потому что они им не нравятся, они холодные, из-за того, что они стеклянные. Устанавливаем мисочки, вешаю поилку. Теперь насыпаю песочек. Песочек храню в банке. Вот так вот песочка насыпаем побольше, потому что она выгребает. И поставлю песочницу в этот раз вот здесь. Надеюсь, что она... тот угол, в который она ходила в туалет. Сейчас надо, чтобы она туда походила в туалет, пописала. Потом я туда поставлю пластиковый туалет и немного опилок с этими же писюшками положу в этот пластиковый туалет. Но пока мне нужно, чтобы она это место наметила. Что еще? Еще обязательно беру салфетки побольше. Любят они салфетки. Ищу место, где будет хорошо рваться. Именно вдоль. Бывает, салфетка рвется, вот она вот так и рвешь, она плохо рвется, видите, с надрывом. А бывает вот хорошо полосочками рвется. То есть крутите салфетку, чтобы она удобно рвалась мелкими полосками. Хомяк сам потом из этой салфетки построит себе гнездо. И наполняю теперь кормушку. Я приготовила укроп и огурец. Кладу. И туда же я буду насыпать корм. Значит, положу немножко горошка, пару штук. И в корм, видите, палочки есть, есть гамарус, есть семечки. Насыпаю сюда корм. У меня не получилось сразу набрать 1 ложечку. Этого достаточно на день, завтра я добавлю. Так, гамарус там был, но еще штучки 3 добавлю. И теперь попытаемся пересадить хомяка. Посмотрим, пойдет ли она. Тут развлекается как может. Ей нравится грестись в опилках. Она дом ищет. Идь. Убегает. Дерется, бьет меня лапами. О, вот так. Ать. Она у нас боксерша. Да? Боксерша. Я почему-то боюсь, когда она лапами меня бьет. Ну давай попробуем на ручки. Давай. Нет? Месяц прошел, не можем приручить. Помните, некоторые писали, что вот тяжело приручить хомяка. Ну вот бывает, попадаются экземпляры. Вот она не кусается, но она бьет лапами. Почему-то ощущение, что она укусит. После 2-3 ударов...
Уже укусила. Смотрите, ага, укусила меня. Ну что, возвращаемся к стакану. Не понравилось ей это все дело. Залезет в стакан, тогда переселим. Ну давай. Давай, Манюнечка, залазь. Видите, этот фокус всегда удается. Видите? Хомячок в стаканчике. Дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Опа, выпускаем в новое место. То есть она сначала дралась со мной, потом поняла, что бить лапами меня мало, я ничего не понимаю, поэтому надо меня грызануть. Вот и кровь пошла, кстати. Вот вы говорите, хомячки вот долго приручаются. За 3 дня вы не приручили хомяка. Ребят, вот месяц прошел, а девочка с характером попалась. Вот, и получается приручать ее долго. Посмотрим, что она будет делать. Как она сообразит или нет, где новый дом. У меня есть опилки немножко из старого домика. Я положу в новый. Я боюсь, чтобы она там опять писать не начала. Наверное, не буду я ложить, потому что вдруг она подумает, что это туалет новый, такой шикарный, деревянный. И опять будет ходить в него. Ну, сразу к кормушке. Посмотрим, дом найдет или нет. Кстати, бывают случаи, когда вот после хорошей уборки, тщательной полностью, которая... Ну, помойся, ты же в чистом. Опа, какой хороший дом. Как говорил Винни-Пух, входит и выходит. Потому что у него 2 входа есть с одной стороны, здесь, и еще один с этой стороны. Не может найти, куда ей пристроиться. Так, надо бежать. Надо бежать к себе домой. Не добежала. Надо еще побежать к себе домой. Не добежала. Вроде бы все на месте. Вроде бы как бы все то же самое, но пахнет по-другому. Так что после уборки бывает иногда хомяки начинают вот так вот псешить. И может даже укусить. То есть после уборок некоторые жалуются: вот мой хомяк стал злым, он был хорошим, он был добрым. Они не любят, когда мы у них роемся. Они любят жить в своей норе, любимой. Бежит и уши прижимает. Найдет или не найдет, куда ей пристроиться. О, есть вариант, что она может пристроиться жить под колесом. Да, бывает такое, после уборки хомяки уходят жить в трубу, если есть пластиковая, или под колесо. Ну что, найдешь ты себе место или нет? Еда есть, колесо есть, все есть. Куда ж деться-то? Звук такой прикольный, когда она бежит. Лапами топотит. Видите? Хотела микрофон поставить, чтобы послушать, как она топает. Вообще перенервничала девочка. Ой, надо помыться. Умываемся, да? Намочилась под поилкой, надо помыться. А можно еще под поилку подрыть. Ну вот такая вот у нас сегодня была уборка. Я так думаю, что это еще долго будет происходить. Нужно нам выключить яркий свет, потому что здесь освещение яркое, чтобы она немножко успокоилась и нашла себе все-таки место. Ну а вам не забывайте, кто не подписан, подписывайтесь на канал. Фанечка с вами прощается. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я вам буду рассказывать, как я ее буду приручать дальше. Потому что, как видите, у нас за месяц с ней подружиться не удалось. Хотя вот Ори очень ручной, очень хороший, очень такой ласковый хомячишка. И если вы не видели старое видео, то посмотрите обязательно. У нас появился новый сирийский хомячок, которая беременна. Возможно. А возможно и нет. Но об этом я расскажу в одном из следующих видео. Ставьте лайки, если вам понравилась уборка. И не забывайте о том, что нужно участвовать в конкурсе и искать букву в этом видео. Кто не заметил, просмотрите его еще раз. Всем изи, пока!